Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня речь пойдет о достаточно необычной модели, а именно вот об этой напечатанной на 3D принтере модели ядерной ракеты с пусковой установкой из компьютерной игры Red Alert 2. Особенностью данной модели является то, что я сам ее проектировал в трехмерном редакторе, сам печатал, дорабатывал и окрашивал. Если этот ролик будет интересен, то в планах также снять более подробный ролик о работе с 3D-моделью, а также о технологиях, которые применяются в 3D-моделировании и печати. Как хорошо видно, данная модель была получена методом послойного наплавления или FDM-печати. Данный метод печати является одним из наиболее популярных и распространенных на данный момент. В печати я использую ПЛА-пластик, который является биоразлагаемым пластиком на основе кукурузы или сахарного тростника. Клеить данный пластик необходимо с использованием суперклея, так как обычные клеи по пластику этот пластик не берут. Основными преимуществами ПЛА-пластика для работы является то, что он безопасен для человека, не токсичен, позволяет создавать точные модели с острыми углами, дает достаточную гладкость поверхность даже при использовании FDM-печати и так далее. Повысить детализацию напечатанной модели можно, используя ненужные пластиковые детали от других наборов. Их также необходимо клеить, используя суперклей. Еще одним положительным свойством ПЛА-пластика является то, что он без проблем окрашивается стандартными модельными красками. Я предпочитаю использовать нитрокраску. Она также может быть использована и для окрашивания напечатанных из ПЛА-пластика моделей. Однако не стоит забывать, что у ПЛА-печати есть и достаточно серьезный минус. Так как ПЛА-пластик биоразлагаемый, модели, получающиеся из него, достаточно недолговечны. Тем не менее, если подвергать этот пластик воздействию прямых солнечных лучей, а также держать в закрытом помещении, то данные модели могут храниться достаточно долго. Модели под последующую печать необходимо проектировать. Обратите внимание, что я устанавливаю детали модели в заранее подготовленные пазы. Это нужно для упрощения сборки и позиционирования деталей. Давайте посмотрим на процесс окраски самой ракеты. Как вы видите, я использую обычные техники, которые применяю при окраске обычных моделей. Уроки на эту тему можно найти на моем канале. Я не буду грунтовать деталь, так как нитрокраска будет отлично держаться на ПЛА-пластике. Первый этап окраски – пришейдинг. Второй этап. Окрашиваем цветные участки. Третий этап. Наносим базовый цвет.
Заключительный 4-й этап. Выравниваем оттенки краски при помощи слоя матового лака. В итоге, несмотря на все недостатки примененного метода печати, получилась следующая замечательная модель, которая украсила мою коллекцию. Если ролик был вам интересен, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. В планах создание ролика о дирижабле Киров из той же самой игры Red Alert 2. Не забудьте, что вы также можете поддержать мой канал, используя ссылки в описании данного ролика. Всем большое спасибо за внимание, до новых встреч!